Как отличить бриллиант от циркона обычному человеку? Я как-то делала ролик об отличиях бриллианта от моассанита и фианита. Настала очередь сравнить два минерала – алмаз и циркон. И узнать раз и навсегда, как быстро и легко отличить циркон от бриллианта в украшениях. Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал Gemstones. Давайте начнем. Сначала пару слов стоит сказать о том, а что же такое циркон. Если вы заглянете в пару магазинов ювелирных сетей, то можете услышать подобные фразы. На вопрос, что это за камни, вы услышите такой ответ. Это цирконы. И вы будете думать, что это минерал циркон. Но на самом деле, к природному циркону те крошечные бесцветные или цветные камни в обсыпке отношения никакого не имеют. Это лишь фианиты, либо бесцветные, либо с каким-то оттенком цвета. То есть, по сути, это просто синтетический материал. Так что же такое настоящий циркон? Минерал циркон – это не только интересный коллекционный образец, но и прекрасный драгоценный камень, который приглянулся многим женщинам. По своей сути, этот минерал является силикатом циркония. Свое название он получил от персидского царгун, что в переводе означает «цвет золота». Есть интересная легенда, связанная с происхождением этого камня. Во времена Древней Греции прекрасного юношу Гиацинта, участвовавшего на состязаниях, постигло несчастье. Бог света Аполлон бросил в юношу острый как лезвие диск, и спортсмен погиб. Сначала на месте капелек крови выросли цветы гиацинты, а затем появились и красивые кристаллы циркона. Что скажешь, каждый раз легенда о каком-то камне все опаснее и опаснее. Благодаря прекрасным свойствам такой драгоценный камень, как циркон, можно легко поставить в один ряд с драгоценными камнями первого и второго порядков. Какими уникальными свойствами обладает циркон? Прежде всего, это цвет. Циркон образует вытянутые остроконечные кристаллы различных оттенков, от полностью бесцветного до желтого, коричневого, красноватого и даже черного цветов. Циркон обладает алмазным блеском. Кстати, очень немаловажное свойство, когда заходит речь о применении камня в ювелирном деле. Как и у шпинели или алмаза, алмазный блеск позволяет циркону радовать сердца многих дам своими переливами и игрой. К тому же циркон – это древнейший минерал. Мало кто знает, что возраст образования циркона до 4 миллиардов лет. Буквально, кстати, в 2000 году в Западной Австралии обнаружили кристалл циркона возрастом 4 миллиарда лет. Это один из самых древнейших минералов Земли, известных человечеству. Кроме того, циркон не так прост, потому что он содержит уран и торий. Да, часто циркон содержит радиоактивные элементы, и неювелирного качества циркона используют, кстати говоря, для датирования и исследования геологического прошлого нашей планеты. Но, как правило, количество таких элементов не превышает минимально допустимых для человека, поэтому в украшениях камень не представляет опасности. В отличие, например, от отдельных видов чароита или топаза Лондон. Твердость. Твердость у циркона от 7 до 8 баллов по шкале Маоса, что вполне сопоставимо с гранатами и турмалинами, у которых твердость 7,5 баллов, или, например, изумрудами, у которых твердость от 7,5 до 8 баллов по шкале Маоса. Ну а у алмаза, как вы знаете, твердость наивысшая, в 10 баллов по шкале Маоса. И, наконец, такое свойство, как прозрачность. Ювелирного качества прозрачные цирконы не часто встречаются. Самыми ценными образцами считаются цирконы из Кореи, Австралии, Мадагаскара, Шри-Ланки и Танзании. Есть также хорошие образцы родом с Канады и Бразилии. В России редко находят цирконы на Урале и в Якутии, причем рядом с рассыпными или кимберлитовыми месторождениями алмазов. Возможно, вы знаете или слышали и торговые названия циркона. Например, гиацинт красного коричневатого оттенка, либо я даже сказала оранжево-красного. Жаргон – соломенно-желтый оттенок цвета, золотистый. Молокон – темно-коричневый или черный циркон. Старлит. Наверняка это название вы слышали. Это ярко-голубой циркон. Причем в природе он таким не бывает. Его нагревают из обычных коричневатых образцов.
И, наконец, белый циркон. Как и старлит, чаще всего бесцветный циркон получают путем нагревания некачественных образцов. Получается, учитывая эти свойства, сам по себе циркон весьма привлекателен. Сейчас это уже не так актуально, а вот, например, в начале 2000-х годов можно было встретить в ювелирных сетях цирконы, выдаваемые за бриллианты. Если и те камни могут быть прозрачны, с алмазным блеском и хорошей твердостью, то как их отличить друг от друга? Есть ли способ сделать это простому человеку без сложных приборов и специальной генеалогической диагностики? Да, такой способ есть. Я не сказала еще об одном свойстве циркона, благодаря которому его можно быстро отличить от такого же по цвету и характеристикам бриллианта. Циркон, как и некоторые другие минералы, например, кальцит, обладает интересным свойством двойного лучепреломления. В чем это выражается? Вот посмотрите, например, как ярко проявляется свойство двулучепреломления у кальцита. Больше всего мне нравится фокус с шариковой ручкой, которая раздваивается. Если вы посмотрите на драгоценный камень циркон в огранке через площадку, то можете увидеть задвоенные ребра. То есть у вас как будто начнет двоиться в глазах, и вы сможете увидеть много таких задвоенных ребер. Чтобы было наглядно, приведу здесь пример со стрелочками, где вы можете увидеть это свойство. Красными стрелками я показываю задвоение ребер у циркона. На самом деле таких двойных ребер здесь очень много, но просто не все сразу улавливается глазом. Поскольку алмаз оптически изотропен и не обладает свойством двойного лучепреломления, то такое свойство ему не характерно, и поэтому задвоенности ребер, например, в бриллианте, вы не увидите. Хотя, конечно, вместо циркона могут быть, например, синтетические материалы с таким свойством, но это уже другая история, о которой я обязательно еще расскажу. Посмотрите, например, на картинке задвоенность ребер карборунда, точнее синтетического муассанита, который в сетях называют обычным словом муассанит и продают иногда даже под видом бриллианта. Видите эти двойные ребра у карборунда? Кстати говоря, раньше, например, в 2000-е вовсе не стеснялись выдавать такой карборунд, то есть синтетический муассанит, за бриллиант. Надеюсь, что в ювелирных сетях мы все меньше будем видеть фианитов, пренебрежительно называемых продавцами цирконами, и больше будет появляться украшений с прекрасным драгоценным камнем – цирконом. Спасибо, что досмотрели до конца. Благодарю вас за лайки, за подписку на мой канал. Желаю вам хорошего настроения и успехов в делах. Давайте думать о прекрасном.